Я буду говорить о работе в новой изменившейся реальности, в которой мы живем последние, наверное, уже лет 10, может быть, 15, поскольку я много лет работаю на кадровом рынке и наблюдаю эволюцию того, как люди меняют работу, как компании ищут людей, как меняются эти подходы в связи с всеми этими виртуальными вещами, о которых мы сегодня говорим. Недавно компания Gallup провела общемировое репрезентативное исследование по всем правилам социологической науки. Они хотели узнать, что является для людей во всем мире самой большой ценностью. И логично было бы предположить, что когда людей будут спрашивать, что для вас самая главная ценность, будут ответы, не знаю, семья, дети, здоровье, деньги, в конце концов. Но совершенно неожиданно для исследователей Gallup, и они пишут честно в своем отчете, что они были несколько обескуражены этим, выяснилось, что для подавляющего большинства людей во всем мире, от Патагонии до Норвегии, от племен Масаи до клерков лондонского Сити, самым главным является хорошая работа. И это справедливо совершенно для любой страны. И исследователи Gallup пишут, что этот факт невозможно не учитывать лидерам любого масштаба, будь то руководители государств или руководители крупных корпораций, или председатели сельских советов и руководители малого бизнеса. Люди будут оценивать их работу по тому, создаются ли в результате хорошие рабочие места. Я не случайно сделал акцент на слове «хорошие», потому что такое хорошая работа? Как я уже говорил, я больше 12 лет работаю на кадровом рынке и разных людей видел, и работающих, и безработных, успешных, и неудачников, тех, кто счастлив на своей работе, или тех, кто просто приходит просиживать штаны. Я совершенно твердо могу говорить о том, что хорошая работа – это не синоним высокооплачиваемой работы. Хорошая работа – это работа, имеющая смысл. Это очень важная вещь, и я приведу вам такой пример. В своей книге воспоминаний великий физик Ричард Фейнман описывает, как он работал над так называемым Манхэттенским проектом, проект создания первой атомной бомбы, и в рамках этого проекта нужно было производить очень много вычислений. Тогда не было компьютеров и делали по-простому. Сажали в большое помещение много-много девушек, перед каждой ставили арифмометр. Арифмометр — это такая штука, это механический калькулятор с ручкой, которую надо крутить, и он умеет делать 4 действия. И большую вычислительную операцию разбивали на множество маленьких кирпичиков, записывали последовательность на таких карточках. Девушки сидели, получали карточку от соседки, делали свою операцию, записывали результат, передавали карточку следующей и так далее, и так далее. И эта карточка проходила по кругу. В итоге большая операция, через какое-то время была реализована. И если какая-то девушка ошибалась, все приходилось начинать заново. И Фейнман, будучи умным человеком, еще важный момент, что этот проект, поскольку был секретный, то никто из девушек, вообще никто из рядовых сотрудников не знал вообще, над чем они работают. То есть они просто делали какие-то вычисления. И Фейнман пошел к военному руководству, и не знаю, какие он слова нашел, чтобы убедить военных, но тем не менее ему удалось убедить их в том, что надо сказать этим девушкам, что они, собственно, делают. И им рассказали, что да, мы работаем все над созданием супероружия, которое положит конец войне. И, о чудо, они стали работать быстрее, а самое главное, они стали совершать гораздо меньше ошибок. И ничего не изменилось в их работе. Ни время, продолжительность рабочего дня была та же, оплата была та же, освещенность была та же, все было то же самое. Единственное изменение — в их работе появился смысл, и они стали работать гораздо лучше. И это справедливо совершенно для любой профессии, любой отрасли, любого вида деятельности. За последние 10 лет мир очень сильно изменился, и в частности рынок труда очень сильно изменился, потому что в доцифровую эпоху
Как правило, компании искали людей, публикуя объявления в газетах. И в среднем считалось, что на одно газетное объявление хорошо, если приходит 10-15 откликов. Потом в 90-е годы появился интернет и практически убил полностью вот эти толстые газеты с объявлениями о вакансиях. Убил их он потому, что предложил работодателям нечто лучшее. Первые джоб-сайты стали приносить в среднем где-то около 30 откликов. Работодатели сказали: отлично, мы хотим иметь больший выбор. Но они не знали, чем кончится все, потому что в нынешнем 2010 году в среднем одно объявление о вакансии, размещенное на крупном сайте в любой стране мира, неважно, в России, в Америке, в Европе, приносит примерно 200 откликов. И образовалось огромное количество так называемых surplus people, избыточных людей, которые веером рассылают свои резюме и сопроводительные письма всем подряд работодателям, создавая огромные проблемы, потому что работодатели не могут найти нужных им сотрудников, а сами люди, не зная, чего они хотят, в общем, тоже своего места в жизни найти не могут. И каждый может почувствовать себя работодателем, когда по утрам вынимает рекламу из своего почтового ящика. Вот так вот чувствуют себя люди, чья профессия нанимать. И если посмотреть на эту ситуацию более внимательно, то можно увидеть следующее, что большинство людей, которые работают сегодня в мире, да, на любой должности, любой профессии, их можно отнести к какой-то из 3 категорий. Первая категория, которую я назвал Smart and Digital, или мы говорим о глобальной деревне, это трактористы. Еще есть модное слово «нетократия». То есть это люди, которые извлекли максимум пользы из цифровой революции и научились создавать, контролировать, манипулировать информационными потоками, которые являются самым главным ресурсом нашей постиндустриальной эпохи. Вторая, самая большая часть людей, нас окружающих, назовем их analog and unplugged, то есть это люди, для которых цифровая революция — это максимум мобильный телефон, основной канал информации для них — это телевизор, и я их в первой версии своей презентации называл свинопасами, но потом подумал, что это немножко обидное слово, наверное, они безлошадники такие вот, да. Но при этом парадокс заключается в том, что 5, может быть, не 9, но 5% всех мыслительных усилий людей, которые занимаются управлением персоналом, оно направлено именно на этих людей. Как их привлечь, удержать, обучить, мотивировать? Потому что существует огромный дефицит людей. Например, в Америке это медсестры, в России это люди рабочих специальностей, в Европе это люди, не знаю, тоже работающие в сфере обслуживания, официанты, например. Существует огромный дефицит таких людей, и компании ломают себе голову, а где же их взять-то, да? Приходится привлекать мигрантов, этого, естественно, никому не нравится. И есть третья, пожалуй, вот с моей точки зрения, наиболее проблемная категория людей. По-русски вот они называются таким вот очень мне не нравящимся словом «офисный планктон». Вот, мне не нравится оно, потому что оно вот так вот стрижет под одну гребенку всех, кто работает в офисе. На самом деле это не так, конечно. Я бы назвал их digital followers, то есть это в рамках вот такого тоже нашей деревенской метафоры, такие вот Иванушки-дурачки, лежащие на печи, они умеют пользоваться интернетом, они как-то вот причастны цифровой революции, но тем не менее не имеют ни компетенции, а главное желание и какого-то драйва активно строить свою жизнь. И таких людей огромное количество, и вот они вот создают вот эту вот огромную массу спама, который гуляет по рынку труда и который действительно является сейчас большой проблемой. Посмотрим на них более внимательно. Мы проводили недавно исследования и спрашивали людей, какова профессия вашей мечты. Вот получили мы вот такие результаты. Все профессии, о которых мечтают люди, они разбиваются на 3 большие группы.
Это профессии, условно называемые интересные, да, то есть, например, психолог, психотерапевт, писатель, сценарист, фотограф. Это такие вот творческо интересные профессии, да, вот люди мечтают, был бы я фотографом. Они не знают, как это тяжело. Вторая группа профессий – это денежные профессии, банкиры, финансисты, консультанты и так далее. Да? То есть это явно у людей проглядывается желание зарабатывать больше денег. Ну и последнее – государственные служащие – это люди жаждут стабильности. Хотя тоже, конечно, работа государственного служащего далека от стабильности, но есть такой миф. И если мы посмотрим на вот эту диаграмму, то самые востребованные – это именно интересные профессии. Не денежные, не стабильные, а именно интересные профессии. Это означает, что нынешнее состояние людей, оно их не удовлетворяет. Нынешняя профессия для них неинтересна, и они хотят, мечтают о чем-то другом, вот таком более творческом, более возвышенном. Что же вообще с этим делать? И ответ на самом деле очень простой. Если работа, которой вы занимаетесь, кажется вам бессмысленной, ее надо немедленно менять. Мне скажут, ну хорошо, а если то, чем я занимаюсь, это приносит мне деньги, позволяет кормить семью, я отвечу так. Вот есть такая героиня романа Достоевского «Преступление и наказание» Соня Мармеладова, которая пошла на панель, чтобы прокормить своих 4 младших братьев и сестер. И вот когда вы так начинаете думать, подумайте, что находитесь ли вы в таком же положении, как Соня Мармеладова, когда она должна была жертвовать собой ради того, чтобы заработать денег для своей семьи. Скорее всего, это не так. То есть, если это так действительно, то как раз в вашей жизни есть большой смысл, и проблема только продать себя подороже. Но 99%, что это не так, что ваше положение не такое, как катастрофичное, как у Сони Мармеладовой, и у вас есть пространство для маневра. И самое главное – это пробовать и постоянно задавать себе 3 вопроса. Что я люблю делать, что я люблю и умею делать, кому и как это может пригодиться, и как мне эту мысль, как вот эти свои знания и умения до них донести, то есть продать им. Да? На последнем я бы хотел особенно остановиться, потому что часто спрашивают, вот, как найти работу, я вот такой-сякой. И действительно, часто очень компетентные специалисты не могут найти достойного места в жизни просто по причине даже вот не продажи, это не очень хорошее слово, а именно проблем коммуникационных, то, что они не могут донести до потенциальных работодателей вот эти вот свои компетенции. Я приведу простой пример, который каждый может тоже отнести к себе. Давно ли вы писали в своем уютном бложике или на своей стене в социальной сети про свою профессию? Про какие новости происходят, как вы к этому относитесь, что вы об этом думаете, как вы видите будущее своей профессии. 99% что нет. А как ни странно, эта информация наиважнейшая для работодателя, гораздо более важная, чем формальные сухие резюме или стандартные сопроводительные письма. И самое главное, что 99% людей этого вообще не делает, поэтому пока выделиться очень легко. И в заключение я хотел бы сказать еще одну мысль, что осмысленная, хорошая работа – это не обязательно что-то такое возвышенное и прекрасно творческое. Ну, вспомните вот этих девушек Фейнмана, да, они, хотя своими арифмометрами спасали мир от фашизма, но даже в простых работах, самых, казалось бы, примитивных, часто есть такие искры, которые заставляют глаза людей, которыми занимаются, светиться чем-то таким особенным. Я хочу призвать всех: ищите работу, которая сделает вас счастливыми, потому что для счастливых в виртуальной нашей большой глобальной деревне дело найдется всегда. Спасибо за внимание.